Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан продолжает защищать Феррата, баран Дилан кричит: «Хватит, не вмешивайся в семейные дела». После этих слов Дилан выходит из комнаты, ничего не сказав. Госпожа Сабиха беседует с Гэжой Гуль и Гэжой Кадер и пытается поднять им боевой дух. Феррат не может поместиться в особняке, и Гуль не знает, что с ним делать. Госпожа Азади приходит к барану и говорит: «Я научила тебя обиде и ненависти, ты избавился от них благодаря своей матери, но Феррат вырос без матери. Единственная причина, почему он такой, это из-за меня. Если ты собираешься наказать меня, наказать меня». Когда баран встает и спрашивает: «Не откажетесь ли вы снова от своих прав?», госпожа Азади отвечает: «Я полностью халяльна по отношению к тебе, но я скажу тебе, чтобы ты был старшим братом Феррата, держи руки подальше от него, относись к нему так же, как к Джихану, это все, что я хочу», и уходит. Пока Дилан разговаривает со своим ребенком, говоря: «Не волнуйся, мы время от времени будем спорить с твоим отцом», в комнату входит Берен. Дилан поворачивается спиной и спрашивает: «С тобой все в порядке? Я бы не хотел, чтобы ты пережил это в такое время. Ты для меня все». Когда Дилан говорит: «Я не могу на тебя расстраиваться», Берен поворачивает Дилана к себе и говорит: «Я не могу на тебя расстраиваться». Когда Дилан говорит, что все, что я сделал, сделано для моей семьи, Берен говорит, что тебе не следовало вмешиваться в эти проблемы и скрывать их от меня. Дилан кричит: «Ну а раз это хорошо, перечисли, о каких проблемах я могу говорить с этого момента». И хлопает дверью. Когда Ясмин делает выпечку для Харуна и дает ему на сахур, пока он идет домой, Харун очень доволен и, выходя из дома, улыбается, потому что думает, что эта девушка думает обо мне. Дилан запирается в туалете. Когда баран не выходит, чтобы он не говорил, баран злится и бьет дверь, говоря: «Я говорю тебе выйти». Пока Дилан открывает дверь и говорит ей не шуметь, вы всех напугаете, а потом закрывает ее, ей мешает Берен. Он говорит, что я не могу позволить жене оставаться в ванной, тебе придется отдыхать вот так, если ты не хочешь меня, я пойду в кабинет, эта кровать, твое место. Когда баран собирается уйти, Дилан говорит, что не нужно идти, и ложится спать, а когда баран говорит, что еще раз подумает о моем решении насчет Феррата, на лице Дилана появляется улыбка. Когда Дилан просыпается утром, он не может найти рядом с собой барана, но баран приготовил для него завтрак. В гостиной госпожа Азади говорит, что очень сожалеет о ситуации барана и Феррата. Дилан говорит барану: «Не смотри так расстроенно, он так сильно реагирует, потому что очень любит Феррата». Госпожа Сабиха говорит, что они будут переданы Гэже Азади: «Не волнуйтесь, эти дети сильные, даже я поняла это за такое короткое время». Пока Ясмин печет мучное печенье, Харун приходит в ресторан и рассказывает о вчерашнем печенье, но когда Харун говорит, что оно все еще хорошее, они некоторое время смотрят друг на друга с улыбкой. Господин Кудрет называет Феррата и барана наказание, которое он им дал, когда они дрались в детстве, и говорит, что трава и сухие листья будут очищены, почва проветрится, мусор будет собран и, самое главное, вы помогать друг другу. Когда баран говорит «отец», господин Кудрет спрашивает, есть ли проблема, и соглашается, что барана нет, отец. Баран и Феррат снимают куртки и берут кирку и лопату. Пока Дилан вяжет для ребенка в гостиной вместе с Гэжой Азади и Гэжой Сабихой, приходит Гуль и говорит что-то ей на ухо, а когда Дилан встает и уходит, ничего не сказав, госпожа Азади говорит: «Надеюсь, все в порядке». Когда печенье выпекается, Ясмин упаковывает его и передает Харуну, говоря, что оно для тебя. Когда Харун говорит: «В прошлый раз они были солеными, ты можешь есть сладкие», Ясмин улыбается, когда Харун говорит: «Я ел в последний раз». Когда Харун спрашивает: «Ты видел это?», Ясмин качает головой и улыбается. Пока баран и Феррат работают в саду, Дилан и Гуль наблюдают за ними.
Пока Дилан говорит о том, что отец Кудрета полон решимости их помирить, приходит Джихан и говорит, что там так весело, почему бы тебе не пригласить меня, это моя любимая тактика Кудрета Карабея. Пока Джихан говорит, что они были вместе уже 2 часа, но ни разу не разговаривали, господин Кудрет подходит к ним и смотрит на движение человека, с которым они собираются поговорить. Джихан идет к ним и говорит, что знает, и когда они говорят о заключенных Кудрета, Ферат — единственный, кто отвечает на то, что он сказал. Когда Баран ничего не говорит, Джихан хочет сфотографировать, потому что он думает, что мне нужно это сфотографировать. Исторический момент, но Баран и Ферат мешают ему. Джихан уходит, а Дилан приходит с полотенцем и вытирает пот Барана. Пока Джихан и Ферат фотографируются, Дилан говорит: «Не разрушайте это братство». И, наконец, Баран и Ферат начинают разговаривать. Ферат со слезами на глазах говорит: «Я не простил себя, как я могу просить прощения у тебя, и я не прощу тебя до конца своей жизни, но я хочу от тебя только одного, не позволяй Джихану узнать, с тобой я познал теплоту семьи, я увидел, что такое любовь», смягчается Баран, осознавая это. Господа Кудреты тоже очень рады услышать их речь. Когда Джавахир говорит Хасану, что вы сообщите мне о том, что произошло в особняке, Хасан говорит, что Кудрет и Джихан еще не знают, почему они ссорятся, пусть они узнают. Джавахир говорит Хасану: «Какая от тебя польза, но удача снова улыбнулась тебе, ты будешь полезен благодаря мне». Пока Баран думает о том, о чем говорил Ферат, к нему приходит Дилан и спрашивает, как он. Беран отвечает, что у него были лучшие дни. Затем, когда он спрашивает, как поживает его ребенок, Дилан отвечает, что у него было хорошее настроение, но теперь он счастливее, потому что услышал голос отца. Он покидает Барана, говоря, как он милостив, что у него есть милосердие, которое невозможно победить ни гневом, ни ненавистью, и что оно никогда не должно уменьшаться. Пока Харун и Ясмин упаковывают заказы, приходит Сельма и говорит: «Я подготовила файл о последних инвестициях, чтобы мы могли просмотреть его вместе». Харун говорит: «Садись вот так, нам нужно выполнить приказы, тогда давай о них позаботимся». Сельма садится, а Ясмин и Харун очень рады упаковывать посылки, что немного расстраивает Сельму. Пока в особняке готовят стол к ифтару, Ферат отдыхает в одиночестве в саду. Хасан приходит к нему и пытается сказать Барану, что ты предал отца и бежишь от него, но Баран выходит и слышит их. «Ферат, ты играешь за плохих парней, не так ли? Все было спланировано. Ты хотел заставить их ненавидеть тебя. Всякий раз, когда я приближался к Барану, меня всегда били. Когда я спрашиваю, почему ты это сделал, папа, ты это были они, не так ли?» Хасан пытается дать ему пощечину. Ферат ловит руку в воздухе и уходит, говоря: «Ты больше не можешь меня бить, папа, ты проиграл, я не буду тобой». Дилан просит разрешения у Гэжи Азади, хочет произнести речь и говорит, что хочет быть благодарной за эту прекрасную семью. Когда он заканчивает свою речь словами: «Мы очень хорошая семья», господин Кудрет говорит: «Моя дочь Дилан говорила очень хорошо, мы очень большая семья, мы через многое прошли, давайте не позволим нашей семье пострадать». Пока Беран работает в своем кабинете, к нему приходит Дилан и говорит: «Мы будем пить чай в гостиной, приходи, если хочешь». Когда Баран говорит: «Ты был прав, никто не должен знать, что сделал Ферат, я не могу терпеть, чтобы Джихан и мой отец снова расстраивались», Дилан обнимает Барана за шею. Когда Баран говорит, что я знал, но когда он говорит, что не ждите, что я прощу Ферата, Дилан говорит, что время покажет. Говорит Баран Дилан. Затем, когда я спрашиваю, простила ли меня моя жена, Дилан отворачивается и говорит: «Я не знаю», а Беран поворачивает лицо к ней. Дилан целует Барана в щеку и говорит, что я прощаю его. Когда Дилан спрашивает: «Итак, ты простил меня за письмо», Беран говорит: «Давай простим его». Когда Сельма говорит о Ясмин, что ее еда не очень хорошая и не подходит для ресторана, Харун говорит, что нужно говорить о Ясмин правильно, ее еда хорошая, и она ей здесь очень подходит. Тем временем приходит Ясмин и приносит им десерт.
Харон буквально выгоняет его, говоря: «Черт, Сельма тоже вставала». Когда Сельма говорит: «Да, я уже вставала», Ясмин говорит: «Ну ты просила, позволь мне упаковать десерт и съесть его дома», но Сельма его не хочет. Когда он уходит, Ясмин садится за стол и говорит: «Давай хотя бы поедим». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.